Здравия. Хочу подвести итоги прошедших несколько лет торговли. Заодно сам уложу все в голове по полочкам. Обязательно посмотрите первый ролик «Как торговать на споте». Часть пересказывать не стану. Если хотите зарабатывать, то неуклонно соблюдайте следующие правила. Первое. Дисциплина. Ждать момента. Большая ошибка допускать азарт или жажду срочно отыграть убытки. Или скорее заработать все деньги мира. 2. Хорошее самочувствие и настроение. Если голова не варит, то трейдить опасно. 3. Будете совершать ошибки, если начнете торговать на кредитные деньги. Рынки – это про деньги, без которых можешь обойтись. 4. Торговать подвыпившим может вызвать эндорфинную зависимость от побед, завязанную на наркоманию. Конечно, это не касается дееспособных алкоголиков и тому подобных употреблятелей веществ. 5. Никогда не покупать на росте. Да, бывает, нарушаю это правило, но когда четко понятно, что пробивает уровень. Во всех остальных случаях, по закону подлости, график развернется прямо от точки входа. И это самый трудный пункт, с которым часто борюсь, ибо что-то в моменте кажется и жадность давит. Покупайте на падении, продавайте на росте, и все будет хорошо. Если есть особое желание, можно убедиться в том, что пошел разворот, но процент будет меньше, а то и график бывает встает следом. В любом случае, рано или поздно прольет вниз, будьте к этому готовы. 6. Делите сумму на 10 частей, чтобы избежать выпадания из рынка. Пока одна висит, торгуйте другой. Никаких продаж в минус. И это хорошо работает в фазе глобального роста рынка. Но посмотрел торговлю за пару лет, и получается, что залипание приводит к простоям на несколько месяцев. Рынок циклично засаживает ставку за ставкой, особенно на альте, и пришел к другому решению. 7. Закрывать сделку в минус, если график явно пробил уровни и валится. Это примерно минус 10% на альте. До этого момента можно переждать, отрастет. Дальше следует оторваться от торговли и посмотреть на рынок через сколько-то дней, а то желание отбить проценты приведет к дальнейшим минусам. Рынок, скорее всего, еще с неделю будет падать, а то и 2. 8. Учитывать лунные фазы. Часто ходит от цикла к циклу вверх-вниз. 9. Понимать глобально, в какой фазе волны и цикла находишься. В смысле, растем или падаем. 10. Следить за новостями по ящику. Часто предожидаемые позитивные события ведут рынок вниз, а рост оправдывает, мол, вчера что-то произошло, типа инфляция в США уменьшилась. Короче, бред насыпают без остановки. Мол, это не киты рынки качают, а политические заднеприводные из телевизоров, которые в кармане у китов. 11. Не сидите без остановки за графиком. Его постоянно колбасит, будете делать ошибки. 12. Совершайте сделки, когда структура графика понятна. Это еще называют понятными сетапами. 13. Мыслить негативно. Часто много чего кажется. Вера в лучшее опасна на рынках. 14. Быстрые сделки всегда безопаснее, но 3 дня. На завтра лучше ничего не оставлять. 15. Чрезмерная жадность приводит к убыткам или недозаработкам. Найдите сумму, которую гарантированно снимаете с рынка, или какой-то процент. На него ориентируйтесь в быстрой торговле. Зависит от конкретного актива, конечно. 16. Уровни, уровни и еще раз уровни. Все остальное не работает из теханализа. И это скорее психологический момент у стада, с которым все согласны. Ролик про уровни где-то на канале. Называется «Уровни поддержки и сопротивления за 2 минуты». 17. Не покупать между уровнями, ждать момента. 18. С первого раза обычно уровни не пробивает. 19. Если сделка пошла не в ту сторону, ты ошибся. Закрывать при первой возможности. Выход из долгих залипаний также, даже в мелкий минус. 20. Если пошла какая-то непонятная дичь, пила или еще чего на рынке происходит, лучше закрыться и переждать. 21. Смотрите, как актив проходит уровни. Если пробивает в какую-то сторону, то это рост, ну или падение. 22. Не бывает роста без отката и наоборот. Но кроме булрана и медвежки. Ждите. 23. Правило 3. Очень часто они строят график по 3 волны роста. Затем большая коррекция. На мелкой разволновке, например, после пролива, часто бывает, что на 3-й волне что-то меняется. Или также после 3-й.
24. Самое интересное происходит чаще всего в 5 утра по Москве. То есть пока американская биржа работает, она сейчас в 4 вечера открывается. Само собой, будьте аккуратны со сделками в вечер. Ну, если любите спать. 25. Пятница и понедельник – самые опасные дни. Если рынок четко непонятен, лучше в эти дни ничего не делать. Выходят на работу биржевые мудаки в США и начинается. В целом от них сюрпризы теперь с 4 вечера. В остальное время рынок более или менее стабилен и предсказуем. Но иногда их не отпускают бухать на яхты со шлюхами даже в субботу. Кошмар. 26. В начале часа обычно откуп. Во второй половине продажи идут. Но будьте внимательны, схема периодически гуляет. 27. Биткоин обычно ходит по 1, 2 или 3% в сильные проливы. В остальное время по 0,4-0,6%. В этом плане торговать им тяжело без крупной суммы. Больше процентов в альте. Она обычно за ним ходит как минимум в крупные проливы и росты. Но на альте часто рассинхрон, держите его в уме. В любой момент вылетит дальше, чем надо, или застрянет на месте. Как попасть в приватную группу, сами найдете. Ну или зачем вы вообще нужны? Знаешь, что у тебя есть? Своя башка на плечах. И ты здесь потому, что сам захотел. Хочешь кого-то обвинить? Отвали и вини себя. Всем добра, здоровья, процветания и денег.